Первая половина декабря 1968 года в Киеве выдалась не холодной. Горожане в отсутствие сильных морозов и гололедицы вечерами прогуливались по городу. Одно из любимых мест – ботанический сад Киевского университета. Пенсионерка, выгуливая там вечером собачку, обнаружила девушку, которая сидела на скамейке с закрытыми глазами. Женщина даже не сразу поняла, что девушка мертва. В кармане девушки нашли удостоверение на имя Анны Христенко, инструктора Киевского городского комитета комсомола. Комсомол, Коммунистический союз молодежи – одна из самых влиятельных организаций в советской политической системе. Получить должность в этой структуре мог только человек с отличной характеристикой и отсутствием каких-либо проблем с законом. Внешних признаков насильственной смерти при первом осмотре криминалисты не обнаружили. Сердце остановилось приблизительно 2 часа назад и, скорее всего, по естественным причинам. Косвенно это подтверждали нетронутые в сумочке деньги, часы и дорогой, вероятно, антикварный медальон. Значит, ограбления не было. Но более детальный осмотр заставил криминалистов пересмотреть первоначальную версию. Странным выглядело то, что на пальто были расстегнуты несколько верхних пуговиц, и рука вынута из рукава. Девушка могла это сделать сама, но зачем? Медицинский эксперт увидел на руке свежие следы от иглы, в вену попали не сразу. Возле скамейки нашли ватный тампон со следами крови. Девушке кто-то делал инъекцию прямо в парке. Если бы она колола себя сама, рядом обнаружили бы жгут и шприц. В зажатой руке мертвой девушки сыщик нашел пуговицу. На ее одежде таких не было. И еще одна деталь, которая говорила о том, что смерть наступила в присутствии другого человека. Криминалист нашла на пуговице фрагмент отпечатка пальца. Также отпечатки были на манжетной пуговице и на фольге от шоколадки, которую обнаружили в кармане пальто. Предстояло также изучить рисунок надкуса. Экспертиза показала, содержание адреналина в крови погибшей в момент смерти превышало норму в 40 раз, результат смертельной инъекции. 2 надкуса на шоколадке принадлежали разным людям. Следственную группу возглавил опытный работник прокуратуры. Чтобы определить круг знакомых Анны, сыщики отправились в комитет комсомола, где она работала. Оказалось, что в тот день девушка ушла в 17:30. Отпросилась с собрания, которое было запланировано на 6 вечера, жаловалась на головную боль. При осмотре рабочего стола Анны нашли запись в блокноте: 10 декабря, 18:45, рентген. Для сотрудницы это было новостью. Анна ничего про рентген не говорила. Все работники комитета комсомола были уверены, головная боль была симптомом какой-то болезни, из-за которой Анна умерла. Информация о том, что Анну убили, поразила ее коллегу. Она вспомнила, что у Анны был конфликт с Николаем Острозубом, заведующим отделом агитации и пропаганды. Молодые люди встречались, парень сделал ей предложение, даже день свадьбы назначили. И вдруг неделю назад девушка пришла на работу и демонстративно при всех заявила, что свадьбы не будет. Николай пытался все перевести в шутку, но было видно, что он всерьез разозлился. Дождался, когда никого не было рядом, и накинулся на Анну, оскорблял, кричал, что она подрывает его авторитет, угрожал, что убьет. Злость так ударила ему в голову, что он не заметил постороннего свидетеля этой стычки. Сотрудница призналась, ходили слухи, что Анна нашла себе нового ухажера. Сыщики хотели поговорить с Николаем Острозубом, но на работе его не оказалось. Услышав сегодня утром известие о гибели Анны, Николай изменился в лице и отпросился домой. Из личного дела Николая сыщики узнали, что он закончил факультет ветеринарной медицины. Что такое смертельная доза адреналина, понимал. На допросе Николай утверждал, что вчера в начале 7-го пошел к своему товарищу. Сыщиков заинтересовали 2 момента в его рассказе. Первый – он отпросился с важного собрания, хотя встречу с другом мог и перенести. И второе – к другу шел через ботанический сад. Там примерно в это время и была убита Анна. Свою обиду за измену Николай не скрывал. Говорил, что даже хотел разобраться с соперником. Он увидел кавалера своей невесты у входа в комитет комсомола. Хотел отвести его в сторону и набить морду. Но Николая окликнул второй секретарь горкома, стал выговаривать за неправильно оформленный отчет. Парня Николай не рассмотрел, но запомнил пальто. Темно-серое, с меховым воротником. Приметой это назвать никак нельзя было. Типовое пальто советского мужчины.
Николая задержали до выяснения всех обстоятельств. Убийство 24-летней Анны Христенко с помощью смертельной дозы адреналина, введенной внутривенно. Похоже, что девушка не оказывала сопротивления, подставила руку добровольно. Подозревается ее сослуживец по Киевскому городскому комитету комсомола Николай Острозуб. У него есть мотив убийства, медицинские знания и нет алиби. В промежуток времени, когда наступила смерть девушки, он находился в районе Ботанического сада, где было совершено преступление. Сыщики решили проверить показания Николая и встретились со вторым секретарем горкома комсомола. Тот подтвердил, видел Анну Христенко с молодым мужчиной. Лица не разглядел. К этому времени детективы уже выяснили, Анна не коренная киевлянка, приехала в столицу Украины 4 месяца назад из города Орла. И сразу устроилась на престижную работу. Без покровительства это невозможно. И начальник не мог не знать о таком покровительстве. Второй секретарь неохотно признался, что они получили распоряжение принять на работу Анну из городского комитета коммунистической партии. О связях Анны он может только догадываться. Он несколько раз наблюдал, как ее подвозила машина «Волга». Останавливалась за квартал, вероятно, чтоб никто не заметил. Дальше девушка шла пешком. За рулем машины сидел профессор Любомиров, известный в городе хирург, доктор медицинских наук. Второй секретарь сделал для себя вывод, что между девушкой и пожилым профессором любовная связь. Профессор Любомиров руководил Киевской городской больницей номер 2. Туда и направили сыщики. Но поговорить с Любомировым не удалось. Оказалось, что он находится в реанимации с тяжелой травмой головы. Вчера вечером он подвергся разбойному нападению в собственной квартире. Возле отделения реанимации сыщики застали сына и бывшую жену профессора. Им показали фотографию Анны. Родные раньше девушку не видели, о ее связи с Любомировым ничего не знали. Впрочем, профессор жил в квартире один и подробностями своей личной жизни с ними не делился. На время убийства Анны у обоих было алиби. Сын принимал больных в поликлинике 4-го главного управления Минздрава УССР. Он врач-терапевт. А бывшая жена была в кино со знакомым мужчиной, которого открыто назвала любовником. Они не могли предположить, кто мог ограбить квартиру Любомирова. Женщина поинтересовалась, есть ли среди похищенных вещей медальон. По описанию сыщик узнал вещицу, обнаруженную на шее убитой Анны. В логику событий эта информация никак не вписывалась. Медальон был у девушки на шее, когда нападения на Любомирова еще не было. Сыщики отправились в ограбленную квартиру профессора Любомирова. Там их встретила домработница. Женщина была страшно напугана, но решила оставаться в квартире, пока не вернется хозяин. Она сразу узнала Анну по фотографии. Назвала ее любовницей профессора. Говорила, что тот на старости совсем обезумел от этой любви. Домработница сама видела, как профессор подарил девушке старинный медальон, реликвию семьи Любомировых. Рассказал ей, что хотел выгравировать на нем дарственную надпись, но ювелир его отговорил. Это испортит старинную вещь. Предлагал Анне переехать к нему, обещал прописать. Девушке явно этого хотелось, но она опасалась, что своим согласием разозлит сына Любомирова. Профессор успокаивал, что у сына есть своя квартира. Профессор, по словам домработницы, очень любил сына Кирилла, хотя он ему был не родным. Жена профессора после развода уехала жить к сыну, но там мирной жизни не получилось. Кирилл с матерью часто ссорился. Чтобы избежать скандалов, он часто оставался у отца. Свою невесту привел знакомиться не к матери, а к нему. Уже на выходе из квартиры сыщик увидел в открытом платяном шкафу пальто темно-серого цвета с меховым воротником. На пальто не хватало одной пуговицы. Именно такую пуговицу нашли в зажатой руке убитой девушки. Пальто следователи забрали на экспертизу. Выстраивался логический ряд. Профессор Любомиров узнал, что у его молодой любовницы появились мужчины. Взревновал. Вколоть внутривенный укол для него не составляло труда. Оставалось понять, кто ограбил квартиру профессора и связано ли это преступление с убийством Анны. По результатам экспертизы пуговицы на пальто профессора были идентичны той, которую нашли в руке жертвы, но нитки разные. В случае предъявления такого подозрения профессор мог сказать, что стандартные пуговицы пришивают каждому второму пальто. Детективу позвонили из больницы и сообщили, что Любомиров пришел в себя. Но лечащий врач
не разрешил сыщикам поговорить с ним. Профессор был очень слаб, никого не узнавал. Детектив решил осмотреть рабочий кабинет Любомирова. В это время по радио началась передача «Найти человека». Врач, который сопровождал следователя, сказал, что профессор ее очень любил. Вторая мировая война разлучила миллионы семей. Родные люди теряли друг друга из-за спешной эвакуации, отправки молодежи с оккупированных территорий на работы в Германию, утраты документов. Известная детская поэтесса Агния Барто обратилась к соотечественникам с предложением искать родных через радио. В январе 1965-го на станции «Маяк» впервые прозвучали позывные новой передачи «Найти человека». Почти 10 лет, затаив дыхание, страна слушала истории тех, кто потерял связь с близкими. Заведующий рассказал, что Любомирова самого нашли с помощью этой передачи. Когда профессору сообщили, что его ищут, он сразу не поверил. Потом узнал, его искала Маргарита, они с ней вместе воевали. Проживала однополчанка в городе Орле. Они списались. Маргарита приезжала потом с дочерью. В их больнице проходило обследование. Диагноз у нее был нехороший. Гломерулонефрит, поражение почек. Ей не смогли помочь. Она умерла спустя пару месяцев. Любомиров в разговоре с коллегой намекал, что у него на фронте был с ней роман. Фамилия Маргариты Христенко. Ее дочь звали Анной. Любомиров тогда обследовал и дочь, так как эта болезнь наследственная. На столе у Любомирова сыщик нашел медкарту Анны Христенко. Согласно записям, в начале декабря Анна делала рентген. Следователь попросил вызвать рентгенолога, который делал снимок. Рентгенолог хорошо помнил Анну. Почки у нее были в полном порядке, но девушка все равно очень переживала. Врач сказал ей, что для полного успокоения она может пройти рентген с контрастом. В Киеве уже есть несколько таких установок. Он даже слышал, что по знакомству вводят не отечественный краситель, а йодомид, изготовленный в Италии. Контрастная рентгенография появилась в начале 30-х годов 20 века. Тогда были созданы препараты, которые поглощали рентгеновские лучи и были относительно безвредными для человека. Их принимали внутрь, либо вводили внутривенно. Этот метод позволял рассмотреть полые органы – желудок, кишечник, мочевой пузырь, почки и сосуды. У сыщиков появилась новая версия. Анна не любовница профессора, а его дочь. Тогда понятно, почему Любомиров помог ей устроиться на работу, предложил переехать к нему и дарил дорогие подарки. Сыщики решили найти ювелира, которому Любомиров носил кулон, и узнать, какую гравировку тот хотел сделать. Ювелир вспомнил импозантного посетителя и старинный кулон. Он действительно отговорил его делать надпись на старинной вещи. Нашел в своем журнале и надпись, которую хотел сделать Любомиров: «Моей дочери». По поводу итальянского йодомида сыщики сделали запрос в Министерство здравоохранения. В числе лечебных учреждений, которые его получили, числилась поликлиника 4-го главного управления Минздрава УССР, в которой работал сын профессора. Состояние Любомирова улучшилось, и врачи позволили сыщику поговорить с ним. Профессор уверял, что не знает, кто напал на него. Ударили сзади. Складывалось впечатление, что мужчина что-то скрывает. Тогда детектив попросил рассказать об Анне Христенко. Любомиров уверял, что к нападению на него это никак не относится, но детектив настаивал. В том, что Аня его дочь, ему призналась его военная любовь Маргарита. Женщина сделала все, что могла для своей дочери. Понимала, что скоро умрет, и Анне неоткуда будет ждать помощи. И если бы не эти обстоятельства, профессор мог никогда об Анне не узнать. Маргарита просила после ее смерти позаботиться о дочери. Любомиров никому не стал рассказывать о взрослой дочери. Это породило бы лишние разговоры. Не хотел, чтобы информация дошла до его жены. Женщина она склочная, скандальная. Они были в процессе развода, и давать ей в руки такой козырь было ни к чему. Профессор делал вид, что заботится о девушке, как старый друг ее семьи. Но недавно он Анне признался. Подарил семейный медальон, хотел прописать в своей квартире. Любомиров надеялся, когда он выйдет из больницы, так и будет. Только в этот момент следователь сообщила, что Анну убили. Известие потрясло профессора. Похоже, он понял, что два преступления – звенья одной цепи. Сыщик догадалась, он может покрывать только одного человека – своего приемного сына.
Детектив поговорил с уборщицей поликлиники, чтобы проверить алиби Кирилла. Она подтвердила, в тот день терапевт был в своем кабинете, закрылся и работал. В окне горел свет. Стало понятно. Уборщица решила, что врач на месте по косвенным признакам. Он мог оставить свой кабинет с включенным светом. Алиби у Кирилла не было. Убийство 24-летней Анны Христенко смертельной дозой адреналина, введенной внутривенно. Похоже, что девушка не оказывала сопротивления, подставила руку добровольно. Следствие установило, девушка – внебрачная дочь профессора Любомирова. Он настоял на ее переезде в Киев после смерти матери, обещал поселить в своей квартире, дарил дорогие подарки. Сыщики приходят к выводу, Анна мешала пасынку профессора Кириллу. Подозрение усиливается, когда становится ясным, что свое алиби он сфабриковал. Сыщик увидел, как Кирилл уходит из поликлиники домой. Сын профессора попытался скрыться. Пришлось провести задержание и доставить подозреваемого на допрос. Кириллу предъявили результаты экспертизы. В ботаническом саду с Анной был именно он. Фрагмент отпечатка пальца на пуговице, зажатой в руке убитой, совпал с отпечатком пальца Кирилла. На фольге шоколада тоже его отпечатки. Получалось, он лгал следствию, что не узнал девушку на фото. С какой целью? Кирилл ответил, что видел Анну всего пару раз в доме отца, поэтому и не узнал. Но такой ответ не прояснял, что он делал в ботаническом саду. Следователь предупредила, его признание учтет суд при вынесении приговора. Кирилл стал рассказывать. До появления родной дочери Любомиров обещал ему отдать свою квартиру. Сам готов был жить на загородной даче. Обещал помочь купить автомобиль, а тут... Однажды сам начал разговор, что Кириллу придется после свадьбы жить с матерью. Тогда еще он не знал, что Анна – дочь отчима. Считал, что Любомиров выжил из ума и хочет все отдать любовнице. Убеждал профессора, что Анна ему не пара, 40 лет разницы в возрасте. Что девушка его обманывает, выманивает деньги, но Любомиров был непреклонен в своем решении. И Кирилл решил доказать отчиму, что Анна готова изменить ему с молодым. Познакомился с ней, завязались отношения. Тогда он и убедился, Анна крепко держалась за старика, действовать придется жестко. Кирилл решил убрать девушку со своего пути. Он знал, что Анна сильно переживает из-за своего здоровья и хочет пройти контрастный рентген. Кирилл сказал, что это можно сделать в их клинике. Правда, там очередь и строгий учет, но ради нее он готов пойти на нарушение. Сделает вид, что одна доза контрастной инъекции потерялась. Вот только ввести препарат в поликлинике не получится. Это надо сделать в другом месте. И только потом пойти в рентген-кабинет. Там никто не будет знать, что она делает контрастный снимок. Он ее запишет на обычный рентген. Предложил встретиться в ботаническом саду. Там он сделает укол в вену. Наивная девушка не предполагала, что в шприце убойная доза адреналина. В последний момент Анну что-то напугало. Чтобы успокоить ее, Кирилл угостил девушку шоколадом. При плохом освещении он попал в вену только с 3-го раза. Смертельная инъекция подействовала мгновенно. Кирилл хотел натянуть рукав пальто на руку, чтобы у следствия вообще не возникло вопросов, но ему помешали появившиеся невдалеке прохожие. Уйдя из ботанического сада, Кирилл заметил, что на его пальто не хватает пуговицы. Возвращаться на место преступления было опасно, и у него возник новый план. Он решил навести милицию на ложный след. У них с профессором Любомировым были похожие пальто с одинаковыми пуговицами. Одновременно в магазине покупали. Кирилл пришел в квартиру профессора, ударил его, оторвал пуговицу на его пальто, инсценировал ограбление. По совокупности совершенных преступлений Кирилл получил 12 лет лишения свободы.